Привет, Ой. Снова с вами Тэхён и Чингук. Инсайты. Ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От срочных новостей до трогательных моментов у нас есть все, что вам нужно. Обязательно подпишитесь и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. Никто не ожидал, что это зайдет так далеко. Но когда слух о свидании Чингука зимой взорвался в интернете, произошло нечто еще более шокирующее. Фанаты начали указывать на Тэхёна. И в тот момент, когда он появился, все изменилось. Было ли это совпадением или он пытался что-то сказать? Сегодня мы раскрываем правду, стоящую за реакцией, которая потрясла весь фандом. Искра и сдвиг. В тот момент, когда слух о свидании Чингука зимой снова всплыл, интернет не просто отреагировал, он взорвался. В течение нескольких минут корейские форумы загорелись бурными обсуждениями. Международные фанаты наводнили Твиттер замешательством, а видео с реакциями стали появляться быстрее, чем кто-либо мог отследить. Но по мере того, как шум становился громче, в совершенно другом уголке фандома начало происходить нечто неожиданное. Люди стали обращать внимание на Тэхёна. Сначала это было тонко. Несколько фанатов заметили время его постов, выражения, которые он делал во время недавних публичных выступлений, небольшие жесты, которые некоторым показались слишком случайными. Преднамеренно или нет, у интернета есть способ преувеличивать мельчайшие детали, пока они не станут похожи на знаки. И именно это здесь и произошло. Фанаты начали соединять точки, которые, возможно, не предназначались для соединения. Молчание Тэхёна в момент, когда фандом был в хаосе. Тон его прямого эфира в ночь, когда слух стал вирусным. Даже те несколько секунд, когда он отвернулся от камеры, как будто что-то внезапно завладело его мыслями. В то время как многие настаивали, что это всего лишь совпадение, другие считали, что тихая реакция Тэхёна несла более глубокий смысл. Корейские фанаты отмечали, что Тэхён склонен выражать себя косвенно, через музыку, жесты или внезапные сдвиги в энергии, что вызвало предположение о том, что он мог быть в курсе ситуации. Международные фанаты, с другой стороны, интерпретировали его спокойное поведение как утешение, молчаливое послание, говорящее всем не паниковать и не делать поспешных выводов. По мере того, как разговор рос, стали снова всплывать все больше и больше клипов. Моменты, когда Чингук и Тэхён обменивались тонкими взглядами на сцене, закулисные клипы, где они поддерживали друг друга, и кадры из старых трансляций, где их динамика казалась сильной и непоколебимой. Эти клипы стали доказательством для некоторых фанатов того, что Тэхён никогда не будет негативно затронут никакими слухами, окружающими Чингука. Но для других время появления этих клипов было достаточно зловещим, чтобы вызвать новую волну любопытства. Культурный конфликт между корейским и международным фандомами только усилил напряжение. Корейские фанаты, как правило, быстро отвергали слух, считая его переработанными спекуляциями без реальной основы, в то время как международные фанаты разбирали каждую деталь с гораздо большими эмоциональными вложениями. В центре этого напряжения стоял Тэхён, чье присутствие, молчаливое, спокойное и нечитаемое, стало чистым холстом для миллионов интерпретаций. И в этом было сердце шторма. Иногда молчание говорит громче слов. И в этом случае отсутствие какой-либо прямой реакции только подпитывало пожар. Тэхён выражал поддержку. Он дистанцировался. Он просто жил своей жизнью, пока фандом сходил с ума сам по себе. Никто не знал наверняка, но у каждого было что сказать. Со временем повествование изменилось. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, была ли в слухе о Чингуке и его свидании зимой какая-то правда, фанаты начали говорить о том, как такие ситуации всегда создают ненужное давление на участников. Они вспоминали долгую историю слухов, недоразумений и эмоциональный груз, который часто несут айдолы. И медленно, сквозь весь шум, стало ясно одно. Самым важным был не сам слух, а то, как реагировал фандом, как формировались предположения и как легко люди забывали, что айдолы тоже люди. Пока цикл слухов продолжал вращаться, одно оставалось неоспоримым. Присутствие Тэхёна, преднамеренное или случайное, изменило тон всей ситуации. Его тихая, устойчивая энергия стала якорем, который был нужен многим фанатам, пока все остальное казалось хаотичным. В конце концов, дело было не в слухе, не в спекуляциях и даже не в том, было ли в этом что-то правдивое.
Дело было в эмоциональной цепной реакции, которую это вызвало: страхе, замешательстве, защите, преданности и, прежде всего, в том, как фанаты смотрели на Тэхёна и Чингука не в поисках скандала, а в поисках уверенности, что их связь и их место в сердце фандома остаются непоколебимыми. Появление в сети. По мере того, как часы превращались в дни, разговор не утихал. Каждый новый пост, каждый прямой эфир, каждое крошечное взаимодействие от любого участника BTS немедленно разбиралось, как будто это содержало недостающие ответы, которых ждал мир. Затем наступил момент, который снова изменил весь тон фандома. Тэхён появился в сети. Это не было драматично. Это не было запланировано. И это, конечно, не намекало на прямое обращение к слуху, но время было выбрано так, что миллионы фанатов пришли в неистовство. Тэхён всегда был известен своим непредсказуемым выбором времени, появляясь именно в тот момент, когда он был нужен фанатам больше всего, никогда не признавая хаоса, бушующего вокруг него. На этот раз не было иначе. Он вошел в сеть небрежно, предлагая спокойное присутствие, которое настолько резко контрастировало с безумием за пределами его экрана, что фанаты сразу почувствовали, как их сердца замедлились. Его голос был нежным, расслабленным, временами даже игривым. Но под этой спокойной внешностью многие фанаты почувствовали что-то еще, тонкую тяжесть в его тоне, мимолетную серьезность в глазах, мягкость, которая предполагала, что он знал о ситуации, даже если никогда не будет говорить об этом прямо. Этот секундный сдвиг в выражении стал предметом бесчисленных замедленных видео. Фанаты спорили о том, означало ли это беспокойство, истощение, веселье или просто ничего. Но в эпоху, когда молчание кажется громче слов, нельзя было не задаться вопросом. Примерно в то же время Чингук также хранил молчание. Не замкнутое, не отстраненное, просто тихое. И именно это взаимное молчание как от него, так и от Тэхёна усугубило тайну. Некоторые фанаты интерпретировали их молчание как зрелость, знак того, что они переросли времена реагирования на каждый слух. Другие считали, что молчание намекает на разочарование, что бесконечные спекуляции об их личной жизни начали их утомлять. А потом были те, кто сосредоточился на мелких деталях, таких как плейлист, который Тэхён проигрывал в тот вечер. Одна песня, в частности, выделялась – трек, известный своей ностальгической, меланхоличной атмосферой. Мгновенно интернет наполнился интерпретациями. Фанаты спорили о том, выражает ли он что-то невысказанное, что-то, что поймут только те, кто хорошо его знал. На корейских форумах комментаторы напоминали международным фанатам не зацикливаться на этом слишком глубоко. Но интернет уже был слишком поглощен моментом, чтобы остановиться. Тем временем ЭОАЙ и нефанаты снова столкнулись. Не злонамеренно, а из-за замешательства и эмоциональных вложений. Некоторые хотели защитить частную жизнь Чингука. Другие хотели защитить других от ненужной ненависти. И многие просто желали, чтобы цикл слухов наконец прекратился. Через все это Тэхён невольно стал эмоциональным центром обсуждения. Не потому, что он что-то сказал, а потому, что фанаты чувствовали, что его присутствие олицетворяет стабильность, в которой они отчаянно нуждались. Его спокойствие напоминало им о связи между участниками. Связи, которая выдержала гораздо более интенсивные моменты, чем вирусный слух. Но даже когда фанаты цеплялись за это утешение, оставался более глубокий страх. Страх, что участники молча несут бремя ожиданий фандома. Люди задавались вопросом, проверял ли Тэхён Чингука за кулисами, говорили ли они о вихре вокруг них, успокаивали ли они друг друга так, как делали это в первые годы, когда все казалось новым и подавляющим. И хотя никто не знал настоящего ответа, сама мысль об их невысказанной поддержке давала фанатам ощущение покоя. Возвращение к центру. Медленно, но верно хаос начал утихать. Слух потерял инерцию. Обсуждения стали менее горячими, и фанаты начали размышлять о своих собственных реакциях. Именно тогда нахлынула другая волна эмоций – осознание. Осознание того, что айдолы часто сталкиваются со штормами в одиночку. Осознание того, что фандомы иногда забывают о человеке за прожектором. Осознание того, что даже слух может вызвать рябь в миллионах сердец, вызывая страх, преданность и замешательство одновременно. И через все это Тэхён оставался тихой константой, присутствием, которое напоминало всем о чем-то простом, но мощном. Никакой слух,
Никакое недоразумение и никакая волна спекуляций не могли поколебать связь, которая строилась годами. Связь между участниками. Да, но также связь между ними и миллионами, которые их любят. По мере того, как слух продолжал угасать на заднем плане, в фандоме начало происходить нечто неожиданное. Люди начали оглядываться на более старые моменты между Тэхёном и Чингуком. Не для того, чтобы сравнивать, не для того, чтобы подпитывать теории, а для того, чтобы напомнить себе о связи, которая пронесла их обоих через годы давления, внимания и ошеломляющих ожиданий. Клипы с концертов, документальных фильмов и закулисных видео снова появились в социальных сетях. Фанаты пересматривали то, как Тэхён слегка толкал Чингука, когда тот казался нервным. Как Чингук инстинктивно искал Тэхёна в хаотичные моменты. Как они смеялись без слов. Как их динамика всегда чувствовалась искренней и теплой. Именно эти воспоминания, сшитые годами совместного опыта, стали эмоциональным якорем для миллионов, которые устали от постоянных циклов скандалов и слухов.